Здравствуйте, дорогие гости, подписчики канала. С вами Виктория. Тема видео посвящена составлению психоматрицы квадрата Пифагора для тех, кто родился с 2000 года. Я думаю, вам эта тема уже хотя бы косвенно знакома, и вы знаете, что существует два мнения, упирается в расчетные данные некоторые, да, и на моем канале есть уже видео по традиционному методу составления психоматрицы. Однако все-таки я со временем поняла и разделяю мнение, что нужно составлять более прогрессивную модель этой матрицы и, соответственно, использовать другую константу. Поэтому я покажу сейчас на примере, как рассчитать психоматрицу. Коротко расскажу значение ячеек, столбцов, линий, диагоналей. Покажу модель как бы более оптимальной, гармоничной матрицы. Ну и, в принципе, постараюсь ответить, наверное, на некоторые ваши вопросы. Итак, предположим, есть ребенок, ну, уже, можно сказать, взрослый ребенок. Глеб, 27 сентября его дата рождения, 2013 года. Вот попробуем ему и составить психоматрицу. Значит, первое, что мы должны сделать, это просуммировать все числа в дате его рождения. То есть мы складываем 2 плюс 7 плюс 9 плюс 2 плюс 1 и плюс 3. Суммируем все числа. Так, у нас получается 24. Первое расчетное число есть. Для того, чтобы вычислить второе расчетное число, нам всего лишь нужно редуцировать первое число. То есть мы представляем 24 в виде суммы чисел 2 плюс 4. Да? У нас получается число 6. Далее, третье расчетное число – это как раз то самое число, которое и есть камнем преткновения, и своего рода это поправка на прогресс, на как бы скоротечность времени, на развитие технологий. И здесь мы применяем константу, равную 19. И к 19 прибавляем первое рабочее число. Получается 43. Далее, четвертое рабочее число, по примеру второго числа, просто редуцируем третье число. 43 представляем в виде суммы 4 плюс 3. И получается 7. Вот вроде бы ничего сложного. Теперь давайте определимся с маленьким нюансом, потому что как бы здесь у нас получились достаточно большие числа, но для тех, кто, в общем-то, уже пробовал себя рассчитывать, знает, что иногда бывает, эти психоматрицы оперируют очень-очень малыми числами. Поэтому второе и четвертое число у нас попадает под правило исключения, и эти числа могут равняться в диапазоне от единицы до 12. То есть это очень важный момент, поэтому если, например, у вас получилось первое расчетное число равное 12, или 10, или 11, или 9, к примеру, вы его в таком же виде записываете вторым рабочим числом. Если же у вас четвертое рабочее число получилось тоже в диапазоне от 1 до 12, то вы его оставляете в этом виде. Если же, допустим, получилось 13, то уже представляете в виде 4. То есть, я думаю, здесь нет ничего сложного. Достаточно, ну, как бы просто. Просто запомните, вот эти числа расчетные со звездочкой, они могут равняться от единицы до 12. Так, теперь давайте определимся, что же мы вносим в нашу психоматрицу, в наш квадрат, в нашу форму, какие числа. Итак, чтобы ничего не упустить, мы записываем дату, исключая вот
вот эти вот нули, которые не несут в себе никакой смысловой нагрузки. Да? То есть они стоят не после значительных чисел. Да? В данном случае мы пишем 27, 9 и 2013. Вот этот 0 мы сохраняем. Так, что мы еще сюда вносим? Обязательно вносим константу 19, поэтому мы ее тоже записываем. И обязательно вносим все расчетные числа по порядочку. Итак, 19, 24, 6, 43 и 7. Вот, по сути, вот эти вот все числа, в нашем случае получилось 3, 3, 14 чисел, все мы должны внести в нашу психоматрицу. Итак, приступаем. У нас 2 единицы, двоечки, 1, 2, 3, 2 троечки, так, четверки, 1, 2, пятерок у нас нет, шестерок 1 присутствует. Далее семерки, 1, 2, 2 семерки. Восьмерок у нас нет. Девятки, 1, 2, 2 девяточки. Итак, суммируем наши числа здесь. У нас получается 7, 10, 14. Правильно, 14 чисел здесь, 14 здесь. Оставшийся 0 говорит о том, что этот человек обладает хорошим иммунитетом, и для него очень важно, в каком направлении он развивается, то есть с кем он общается, что он читает, как он проводит свое время, в какой среде, в общем-то, он вращается, и, соответственно, чем больше нулей после значимых чисел, ну, например, если бы у нас человек родился 20 числа, 10 месяца, там, 2003 года, больше нулей, так вот, чем больше этих нулей, тем больше человек зависит от своего окружения и от того, чем он, в общем-то, наполняет себя, и то, что он получает извне, и от родителей, и, в общем-то, из социума. Итак, давайте попробуем посмотреть на психоматрицу. Вот вы ее составили, и вы должны понимать, что некоторых качеств просто нет, они отсутствуют. И, в принципе, у нас получилась достаточно гармоничная матрица, однако многие знают, что бывает такое, там, 3 качества, например, всего лишь, или 4, или, может быть, даже иногда, в общем-то, если не учитывать константы, может быть и 2, и 1 качество. Поэтому это, конечно, редко, но, тем не менее, такое бывает. Давайте попробуем разобраться, что же есть нормой и, скажем так, как можно балансировать. Есть весьма условная норма, при котором человеку гармонично. Да, эта норма была приведена еще достаточно давно, и к чему, в принципе, нужно стремиться, ну, желательно. Потому что каждый человек уникальный, и времена меняются, но, тем не менее, все-таки тяга к гармонии, к равновесию у всех остается. Итак, вот та самая гармоничная матрица выглядит примерно таким образом. Для женщин, для девочек, девушек вот это вот по единицам достаточно 3 чисел. Для мужчин хорошо, если 4 числа. 4 единицы есть. 2 двоечки, 1 тройка, 4, 5, 6, 7, 8 и 2 девятки. То есть будем считать, что это условно гармоничная матрица, при которой человек себя прекрасно чувствует в социуме, нормально развивается. И, в принципе, да, он не супер прогрессивен, не супер талантлив, но все необходимое есть для жизни. Давайте определимся тогда со значением каждой ячейки. Зачем это нужно? Ну, во-первых, вы должны знать, каких качеств в избытке, каких качеств недостатки, и понимать, что, чем и как можно сбалансировать.
Итак, единицы в психоматрице отвечают за эго человека, за его желание заявлять о себе миру, за его голос в мир, да, за желание в итоге, может быть, быть лидером, может, больших коллективов, малых, ну, в общем, за лидерские качества, за его стремление к этому лидерству. Вторая ячейка отвечает за внутреннюю энергию человека. И, в принципе, очень важно оказывается во многих сферах. Она показывает и здоровье, и выносливость, и внутреннюю силу, магнетизм, и силу воздействия своего на человека во время общения. Ну, то есть здесь бесконечно такая ячейка с бесконечным значением, и нужно понимать, это то, что невозможно увидеть глазами, но можно только почувствовать. Очень хорошо, когда первая, вторая ячейка находятся в некой гармонии, и уже по ней можно говорить, человек руководитель или исполнитель, или же может ли он воплотить свои мечты самостоятельно, либо ему кто-либо для этого требуется. Третья ячейка указывает на тягу к знаниям и, скажем так, интерес в сфере точных наук, может быть, финансов, может быть, каких-то методичных данных. Идеальный вариант, конечно, если одна, две тройки, это, в общем-то, и дети, которые хорошо учатся, никаких проблем с ними нет, и люди, которые, в принципе, хорошо могут себя впоследствии реализовать в профессии и финансистов, и программистов, и нарастание троек все-таки ведет к тому, что человек не просто реализует себя хорошо в этой профессии, но может слишком даже углубиться и быть таким методичным работником. Четвертая ячейка – это здоровье. Но кроме здоровья, понятно, что в этой ячейке может не быть чисел. Но здесь нужно понимать, что числа в этой ячейке также указывают на то, как человек относится к своему здоровью, как он вообще будет заботиться о себе, а насколько эта культура вообще будет развита, ну, скажем, здорового образа жизни, да, в целом там здоровое питание, следить, заниматься, может быть, спортом не ради спорта, а ради именно укрепления здоровья. Ну и также эта ячейка отвечает за наш внешний вид, например, как нас воспринимают другие люди, насколько гармоничная фигура, насколько мы приятны и для восприятия. Ну, и можно так сказать, я бы не хотела говорить о красоте, но тем не менее четверки, как правило, располагают к себе людей. И даже наличие одной четверки уже, допустим, дает возможность неплохо себя реализовать, скажем, в профессиях психолога, например, да, или же человека, который по своим профессиональным навыкам должен располагать к себе людей. Пятерки – это, наверное, самая такая центральная ячейка, загадочная ячейка, которая говорит о том, что, в общем-то, здесь совокупность качеств собрана. Она говорит за логику, но логика – это не в плане ежедневной жизни и практичности, а логика дальновидности, логика, вы знаете, людей, которые занимаются, ну, допустим, физики, исследователи, там, изобретатели, вот, например, также это могут быть финансисты, но которые прогнозируют события. То есть это люди, которые обладают условно даром предвидения, но предвидение здесь сказано, так можно сказать, в кавычках, даром, скажем, умением анализировать текущие события, может быть, опираясь на прежний опыт или на какие-то полученные знания, и, скажем, прогнозировать то, что будет в будущем, как будут развиваться дальше. В общем-то, эти люди и являются изобретателями, и придумывают и те же новые приложения, и всевозможные новые программы. Допустим, тройки нам дают хороших программистов, но того, кто что-то изобретет совершенно новое, для этого необходимо, ну, наверное, даже более одной пятерки, хотя бы две пятерки.
Так, также пятерки определяют гендерные признаки, более яркие, наделяют как и мужские, так и женские. И, например, мужчина с пятерками, он будет более мужественным, женщина будет более женственна. Отсутствие этих пятерок, напротив, говорит, что мужчина может обладать мягким, покладистым характером, может быть немножко медлительным. В свою очередь, женщина, например, с пятерками будет более импульсивна, более деловита, ну, более активна. Далее, шестерки. Шестерка – это вообще условно то, что мы делаем руками, наши умения работать руками, работать на земле, наше желание этим заниматься. То есть непосредственно труд, ориентированный, ну, скажем, физический труд, созидательный труд, вот нечто такое, что можно потрогать руками, да, это материальное что-то, это наша земля, если так можно говорить, в общем и в целом. Отсутствие пятерок и шестерок одного из этих качеств, в принципе, дает, или же двух вместе, дает хороших гуманитариев и, скажем, людей творческие, которые могут развиваться в искусстве. Ну, например, художники, может быть, музыканты, дизайнеры, которые, в принципе, будут талантливы и неподражаемые в своем творчестве. Если нет шестерок по какой-то причине, то их обязательно нужно развивать, потому что это качество очень, ну, скажем, помогает человеку в жизни. Оно дает ему землю под ногами, возможность твердо стоять, да, так уверенно себя чувствует, и открывает для тех, у кого нет семерок, как раз семерки. О замещении мы чуть позже поговорим. Так, итак, семерочки. У нас эта ячейка отвечает за везение, за, так можно сказать, тех самых ангелов-хранителей, или просто мы можем предположить, что этот человек везучий и для себя, и рядом с ним другим будет хорошо. И также дает тоже некую одаренность от Бога, талант какой-то. Поэтому вот здесь вот все-таки, если нет семерок, особенно обращайте внимание на шестерки. Далее, восьмерка, та, которая у нас отсутствует в ячейке, она отвечает за доброту человека. Она также отвечает за обязательства, да, за желание брать на себя некие обязательства, за то, насколько человек действительно испытывает чувство долга и, в общем-то, не просто испытывает, а готов выполнять свой долг, ну, прежде всего перед семьей, перед родом, ну и в целом, да. Если, допустим, мы говорим о руководителе, то опять-таки хорошо, если у него при наличии большого количества единиц достаточного будет также хотя бы одна восьмерка, это уже будет говорить о его мудрости и ответственности за коллектив, например, да. Девятки отвечают за память и за умение, скажем, копить жизненный опыт, свой опыт, опыт из книг, опыт чужой, и в итоге, в общем-то, и использовать его по необходимости. Давайте я еще вам скажу такой момент. Если вот у вас, допустим, вы посчитали, и получается достаточно пустая матрица, то она, если так можно сказать, не совсем пустая. Есть одно качество, которое практически сложно восполнить, это пятерки. Они, ну, очень-очень сложно их как бы развить. Но, тем не менее, если у вас в каком-либо строке или столбце есть три числа, три цифры, да, вот как, допустим, в нашей второй строке, то мы можем предположить, что у этого человека есть недостающее качество, но оно находится как бы в таком спящем режиме. То есть этот человек по мере необходимости может использовать это качество. Это, в принципе, касается
любой ячейки, любого столбца, любой линии, но тем не менее единственное исключение составляет пятая ячейка. Так, давайте поговорим еще о замещениях. Замещения, вы должны понимать, что они происходят по воле изъявлению, так сказать, самого человека, но и в момент воспитания это тоже легко развить. Итак, как правило, замещение работает в двух направлениях. Ну, давайте посмотрим. Очень часто бывает переизбыток по единицам. Итак, 4 единицы взаимозаменяемые с 1/8. Поэтому, если, допустим, у вашего ребенка 6, 7 единиц, понятно, что это идет перегруз качества, значит, ему надо с детства прививать чувство долга. 2 двоечки прекрасно заменяются с 1/4. Тоже мы понимаем, если у человека не достает четверок, то ему достаточно, но при этом много двоек, достаточно заниматься здоровьем, да, там, регулярную физическую нагрузку, чтобы эти двойки не ушли в лень, потому что очень часто избыток двоек может стать такой серьезной ленью, и тогда, в общем-то, разовьются и четверки. Шестерки меняются с семерками прекрасно. В двух направлениях, поэтому вот здесь как бы тоже есть над чем работать, но в любом случае вот этих качеств с избытком бывает крайне редко. Ну и пятерки с девятками. Вы, скажем так, развивая память, можете также развивать логику. Но опять-таки это будет логика не изобретателя, не прогнозиста. Это будет всего лишь логика, которая будет достаточно для бытовой жизни. Да? Там, в общем-то, делать взвешенные, верные решения. Итак, давайте посмотрим теперь по линиям, столбцам, диагоналям. Так, первый столбец у нас 1, 2, 3 ячейки. В сумме они отвечают за самооценку, да, за восприятие себя человека, в общем-то, в этом мире, за, скажем, его, если так можно сказать, мудрость даже. И в данном случае мы видим, у нас качество, конечно, несколько перегружено. Следующий столбец 4, 5, 6. Он отвечает, ну, по сути, это и есть стержень человека, и в других энергетических квадратах, в принципе, очень важный параметр, но, тем не менее, на бытовом уровне мы здесь понимаем, что это прежде всего способность зарабатывать деньги и вообще отношение к тем самым деньгам, да. И достаточно нередкий случай, когда эта ячейка, ну, скажем, либо пустует, либо очень слабо заполнена. Поэтому вот эту вот землю, шестерку, легче всего наработать. Ну и, конечно, здоровье тоже лишним не будет. Третий столбец у нас отвечает за талант человека, одаренность от Бога. Поэтому, скажем, тот талант не который вот выработали, а действительно который можно развивать. Далее, первая линия 1, 4, 7 отвечает за целеустремленность человека. Здесь мы тоже видим, что человек достаточно целеустремлен. Он, если так можно сказать, загорается идеей, и дальше уже, ну, немножко, я так понимаю, насколько его сил хватит, да, если захочет воплотить, если не захочет, то этот пыл может и где-то развеяться. Поэтому целеустремленность здесь высокая. Далее, вторая вот эта линия 2, 5, 8, она отвечает за то, насколько человек нуждается в семье, да, насколько в нем вообще эта семейственность развита. И под семьей я так бы еще не хотела на этом только останавливаться. Здесь еще важно, насколько человек нуждается в близких людях, да, насколько для него важен этот ближний круг. И, соответственно, ну, мы видим, здесь у нас есть 3
числа, мы понимаем, что он ему нужен, но, наверное, не критично. Далее, последняя строка у нас 369. Это, можно сказать, то, насколько человек, в общем-то, чувствует себя уверенно на этой земле, да, чувствует землю под ногами, насколько он стабилен, насколько он может быть зависим от привычек, насколько его беспокоит то, что происходит в социуме. У нас здесь получается 5 чисел, да, и мы понимаем, что в принципе этот человек, скорее всего, ну, если захочет, он может сделать и политическую карьеру, и, скорее всего, если его интересы будут затронуты, то он готов идти там на митинги, на какие-то забастовки, отстаивать свое мнение, да, он более социален. То же самое по привычкам. Вот здесь вот нужно быть осторожным. Ради социума он может прибегнуть к неким привычкам, но мы также понимаем, что качеств достаточно для того, чтобы ему справиться с этими привычками. Ну и еще есть две диагонали. 1, 5, 9 – это диагональ, которая отвечает за духовное в человеке, да, за его духовность. И 3, 5, 7 – это диагональ, которая отвечает за материальное и за темперамент человека. Поэтому вот здесь мы уже не считаем количество качеств, а оцениваем их соотношение. Мы видим удивительно гармоничного человека. Духовное совпадает с материальным. И, соответственно, как бы здесь все находится в балансе. Ну, вот так вот небольшой экскурс по психоматрице, по значению ячеек. И я, конечно, хочу сказать, что, в принципе, для детального разбора, конечно, требуется больше времени, более глубокий анализ. И для желающих вы можете писать мне на электронную почту. Адрес я оставлю под этим видео. Я, в общем-то, помогу в индивидуальном порядке тому, кто интересуется этим, кому нужна более детальная консультация. Надеюсь, у вас все получится. Делитесь впечатлениями, оставляйте свои наблюдения. Желаю всем удачи и всего наилучшего.